Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео мы свяжем вот такую мини-сумочку из трикотажной пряжи крючком. Для этой сумочки мне потребовалось 2 мотка трикотажной пряжи, и вам просто придется поверить мне на слово, что у меня было 2 целых мотка, потому что кадр, где я вам показываю красивые запакованные моточки пряжи, куда-то делся, поэтому показываю так. Один цвет лаванда, это вот этот фиолетовый, и другой цвет, вот этот принтованный, это цвет мелиса. Трикотажная пряжа у меня это бисквит от пряжи Центр. Это очень хорошая трикотажная пряжа с лицевой нарезкой нити, которая просто идеально подходит для сумочек. Позволяет им хорошо держать форму и не вытягиваться. Ссылку на пряжу и промокод на скидку в 5% вы, как всегда, найдете внизу под видео в инфобоксе. Ну а кроме пряжи нам потребуется еще портфельный замок и 2 разъемных кольца, на которые я прикрепила вот такую небольшую цепь в качестве ручки. И я буду использовать для вязания крючок номер 8. Набираю основным цветом цепочку из 32 воздушных петель. Нахожу от начала цепочки второе звено. Вот оно. Вставляю крючок в перемычку. Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Вяжу соединительными петлями до конца ряда. По одной соединительной петле в каждую перемычку. Вот так. Я дошла до конца ряда. Делаю еще один соединительный столбик. А вот последний столбик я не делаю. Видите, у меня последняя петля. Часто ее считают узелком, но я считаю ее всегда петлей. Я просто беру тут хвостик, который выходит из этой петли, подхватываю его и вставляю в ту петлю, которая была на крючке. Нити аккуратно подтягиваю. Должно получиться вот так. Это у меня первый наборный ряд. И я использую такой прием, когда вяжу какие-либо детали, например, тапочки или овалы или прямоугольники. Такой наборный ряд позволяет избежать дырочек при его обвязывании. Он очень плотный, никакие дырочки не образуются в процессе вязки, и их не нужно маскировать. А теперь я перехожу уже к вязанию самого первого ряда. Узор у меня будет самый простой, это обычные столбики без накида. Вставляю крючок под первое звено первой цепочки. Вот она, его нужно немножко вытянуть руками. Раз. Подхватываю рабочую нитку. Делаю воздушную петлю. Эта петля играет у меня роль первого столбика. Дальше в каждое звено цепочки я делаю по одному столбику без накида до скругления. Вставляю крючок просто под 2 полупетли цепочки. Вот так. И делаю самые обычные столбики без накида. Итак, я дошла до скругления, и вот в эту точку, вот эта воздушная петля образует у меня скругление. И в эту точку мне нужно связать 3 столбика без накида для разворота.
Вставляю крючок под эту воздушную петлю. Это может быть сделать немножко сложно, потому что здесь все очень плотно, но тогда вам просто нужно взять крючок меньшего размера. И именно в эту точку вставлять крючок меньшего размера. Итак, я делаю 3 столбика без накида для разворота. Дальше мне нужно связать по одному столбику без накида до конца ряда в каждую точку, куда у меня уже связан столбик без накида с противоположной стороны. Вот смотрите, вот сюда вставляю, подхватываю нить и делаю столбик без накида. То есть я вставляю его не в косичку, не так. Так вставлять не нужно, иначе у вас останется в середине какая-то белиберда. Нужно вставлять именно в ту точку, откуда выходит столбик на противоположной стороне. Ну, точно так же, как когда вы обвязываете, например, не мой наборный ряд, а цепочку из воздушных петель, да, тогда вы вставляете в одну сторону в одну точку, в противоположную сторону в другую точку. Единственное, что у вас цепочка из воздушных петель начинает расширяться и появляются отверстия. Здесь, так как эта цепочка обвязана уже, ей уже просто расширяться некуда. Но вставляем точно так же в ту же самую точку, в которой мы вставляли крючок на предыдущем ряду. То есть видно, да, что столбики выходят из одной точки, просто они противоположны друг другу. Вяжу столбики без накида до конца ряда. Остается мне связать еще 2 петли. Самую последнюю петлю точно так же я вяжу в ту точку, в которой я делала подъемный столбик. Не вот так, потому что так связать будет ее очень просто и очень некрасиво, а вот сюда. Опять же, если вам сложно куда-то ввести крючок, то используйте крючок меньшего размера, а затем возвращайтесь к крючку данного размера. Итак, последнюю петлю я сделала, последний столбик без накида. Вот такая получается деталь. Один ряд связан, смотрите, он очень плотный, никаких отверстий вот здесь нету и не будет, они не появятся, даже если вы будете использовать этот прием на донышке. А донышко, как известно, несет какую-то нагрузку. Дальше мне потребуются маркеры. Я отметила голубым маркером начало моего скругления. Помните, это те 3 петли, которые мы делали в одну точку. Так вот, голубым маркером я отмечаю первую из этих 3 петель, а розовым маркером я отмечаю последнюю. Если вы очень хорошо ориентируетесь в вязании, то маркеры использовать совершенно не обязательно. Я это делаю лишь для наглядности в видео. Перехожу к вязанию второго ряда, делаю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь. Первую петлю я пропускаю, вставляю крючок во вторую петлю и вяжу по одному столбику без накида в каждую петлю до моего первого маркера. Ну, довяжите это самостоятельно. Я добралась до скругления. Видите, у меня первый маркер отмечает первую петлю скругления, и дальше я провязываю по 2 столбика без накида в каждую из этих 3 петель для скругления на втором ряду. То есть я делаю скругление по самой обычной схеме полукруга или овала. Просто вяжу поворотными рядами. И еще раз делаю 2 петли в одну точку. В этом моменте можно переставить маркеры и отметить розовым маркером начало скругления, а голубым маркером его окончание. Это пригодится в следующем ряду. Продолжаю вязать по одному столбику без накида.
до конца ряда, то есть вот до этой точки. Ну и проделайте это тоже самостоятельно. Ну и не забывайте, что последний столбик нужно сделать в подъемную петлю предыдущего ряда. То есть вот так. Вот сюда вставляем крючок. Видите, да, это была подъемная петля, воздушная петля предыдущего ряда. В нее будет делаться последний столбик этого ряда. Снова делаю воздушную петлю, снова разворачиваюсь. Первую петлю я пропускаю, для того, чтобы мой край был ровным. И начинаю вязать снова столбики без накида, по одному в каждую петлю до скругления, то есть до первого маркера, который мы отметили в предыдущем ряду, начало скругления. Я дошла до скругления предыдущего ряда. Вот эта петля, на которой висит маркер. Давайте я сразу сниму маркер, потому что мне просто неудобно, когда у меня висит маркер, на петле ее провязывать. И дальше я вяжу по схеме 1 столбик без накида в одну точку и 2 столбика без накида в следующую точку. Маркер я верну на первую петлю, которая обозначает начало скругления в этом ряду, то есть на 1 столбик без накида. Снова делаю 1 столбик без накида в одну точку, 2 столбика без накида в следующую точку. Это чередование на скруглении всегда повторяется 3 раза. То есть раппорт на скругление состоит из 3 повторяющихся элементов. И в данном ряду это 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. Снова сниму маркер. И снова верну маркер на ту петлю, которая обозначает конец скругления в этом ряду. И дальше вяжу по одному столбику без накида в каждую точку предыдущего ряда до конца ряда. И не забудьте, что последний столбик мы провязываем в петлю подъема предыдущего ряда. Вот он, последний столбик в петлю подъема предыдущего ряда. Снова делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Разворачиваюсь. Первую петлю я, как всегда, пропускаю. Крючок вставляю во вторую петлю и вяжу по одному столбику без накида до начала скругления, то есть до первого маркера. Смотрите, дальше я не буду показывать вам, как я вяжу вот эту прямую часть, потому что в каждом ряду она идентична. Количество петель здесь будет зависеть от того, сколько вы набрали воздушных петель в самом начале. Соответственно, этим количеством вы можете регулировать свой размер. Либо делать эту деталь длиннее, либо короче. И дальше я буду просто показывать, как в каждом следующем ряду вяжется вот это скругление. Итак, скругление в этом четвертом ряду вяжется по формуле 1 столбик без накида, 1 столбик без накида и 2 столбика без накида в одну точку. То есть раппорт состоит из 2 одиночных столбиков без накида и столбика без накида с прибавкой. 3 раза. 1 столбик без накида, 1 столбик без накида и 2 столбика без накида. Это чередование нужно повторить еще 2 раза. Переношу маркер с предыдущего ряда на начало скругления этого ряда. И снова вяжу 1 столбик без накида, 1 столбик без накида и 2 столбика без накида. Снова 1 столбик без накида, 1 столбик без накида.
Смотрите, маркер, отмечающий окончание скругления, просто подсказывает мне, что я все сделала правильно, что я нахожусь в нужной точке, потому что я заканчиваю делать третий раппорт. И, соответственно, эта петля у меня последняя петля в скруглении, куда я делаю 2 столбика без накида. Значит, мое скругление окончено. Дальше я могу смело перенести маркер на этот ряд. Закончить ряд вязанием по прямой части, вот до этой точки. Пятый ряд и скругление в пятом ряду делается по формуле 3 петли по одной в каждую точку и затем 2 петли в одну точку. И как всегда это повторяется 3 раза. Делаю первый столбик без накида, снимаю петлю, снимаю маркер, возвращаю его на петлю, обозначающую начало скругления. Второй столбик без накида, третий столбик без накида. И дальше 2 столбика без накидов в одну точку. Повторим это еще 2 раза. 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И дальше снова 2 столбика без накидов в одну точку. Снова 1, 2, 3. И мне остается лишь сделать в этом скруглении последние 2 столбика без накида в одну точку. Как раз таки окончание скругления у меня приходится на маркер. То есть я все делаю правильно. Делаю 2 столбика без накида. Возвращаю маркер на петлю, обозначающую окончание скругления, и дальше довязываю этот ряд по прямой и начинаю следующий ряд. И встретимся у скругления в следующем ряду. Шестой ряд и скругление в шестом ряду. Вот смотрите, я как раз нахожусь в той точке, где у меня начинается это скругление. Он вяжется по формуле 4 одиночных петли и петля с прибавкой. 3 раза. 1. Перенесу маркер в этот ряд. 2, 3, 4. И дальше петля с прибавкой. То есть 2 петли в одну точку. 1, 2. Снова. 1, 2, 3, 4. И снова 2 петли в одну точку. 1, 2. Третий раз. 1, 2, 3, 4. И снова 2 петли в одну точку. Это будет окончание скругления. Снимаю маркер. И возвращаю маркер на ту петлю, которая отмечает окончание скругления. То есть это вторая петля и с прибавкой. Ну и дальше по прямой части довязываю этот ряд и начинаю вязать следующий ряд. Седьмой ряд и скругление в седьмом ряду. Я снова нахожусь в той точке, где у меня начинается скругление.
где у меня первый маркер. Скругление в 7 ряду вяжется по формуле 5 одиночных петель и 1 петля с прибавкой. 3 раза. 1 столбик без накида. Переставляю маркер. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. И дальше идет петля с прибавкой, то есть 2 столбика без накида в одну точку. И повторим это еще 2 раза. Раз, два, три, 4, 5. Петля с прибавкой. Раз, два, и еще раз. Раз, два, три, 4, 5. И я нахожусь в той точке, где заканчивается скругление, и я как раз должна сделать 2 последних петли. Раз, два. Скругление в 7 ряду у меня закончено. Переставляю маркер, отмечаем последнюю петлю. Дальше заканчиваю этот ряд по прямой части и начинаю следующий ряд. 8 ряд и скругление в 8 ряду. Как всегда, оно начинается с первого маркера. По формуле 6 одиночных петель. Раз. Переставляю маркер. Два. 4, 5, 6. И следующая петля с прибавкой, то есть это 2 столбика без накида в одну точку. Снова 6 одиночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И снова петля с прибавкой. Раз, два, 6 одиночных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И я дошла до конца скругления, и мне как раз остается связать лишь петлю с прибавкой. Раз. Два. Возвращаю маркер на последнюю петлю в скруглении. Довязываю до конца 8 ряд и начинаю делать 9 ряд. 9 ряд и скругление в 9 ряду вяжутся по формуле 7 петель по одной в каждую петлю предыдущего ряда.
И дальше петля с прибавкой. 2 петли в одну точку. Раз, два. Снова 7 петель. По одной в каждую петлю предыдущего ряда. И петля с прибавкой. И последний раз. 7 петель по одной в каждую петлю предыдущего ряда. И петля с прибавкой, то есть это 2 петли в одну точку. Вот так. Ну и дальше я довяжу этот 9-й ряд до конца по прямой. 9-й ряд у меня закончен, и на этом закончена моя основная деталь. Обрезаю нить. Дальше эту деталь нужно еще отгладить, отпарить, для того, чтобы она просто стала чуть-чуть ровнее. Если вы решите такой формой связать что-то другое или связать сумочку побольше, например, с большим количеством рядов, то тогда в каждом следующем ряду, например, в 10-м, которым я не буду вязать, формула этого скругления будет такая, что номер ряда будет равен числу петель в раппорте, которые вы повторяете. То есть, если у меня 10-й ряд, то, соответственно, в раппорте должно быть 10 петель. Из них 8 первых — это одиночные петли, и 2 оставшихся петли — это прибавка. Соответственно, получается 10 петель. В 11-м ряду то же самое. Номер ряда равен числу петель в раппорте, соответственно, это 9 одиночных петель и 2 петли, которые придутся на прибавку. 12-й ряд — это 10 одиночных петель и 2 петли, которые придутся на прибавку. 13-й ряд, 14-й, 15-й, все идентично, все точно так же. И еще один момент: от того, что я вяжу поворотными рядами, да, здесь же как бы идет вязание не по кругу, а поворотными рядами. Сначала сюда, затем туда. Я каждый раз, каждый ряд начинаю с одиночных петель и заканчиваю раппорт прибавкой, да. То есть здесь все элементарно, никаких смещений не делаю. И прибавки, они сами по себе не становятся одна над другой. То есть вот прибавка была в 9-м ряду, вот прибавка была в 7-м ряду, да, а вот прибавка была в 8-м ряду, здесь он с изнаночной стороны. И получается, что вот прибавка, вот прибавка, вот прибавка. И таким образом у меня получается полукруг, и каких-то четких углов на этой форме не образуется. Если опять-таки вы будете делать прибавку одна над другой, то тогда у вас будут здесь четкие углы. Перехожу к вязанию боковушки, и боковушку я буду вязать из пряжи с цветочным принтом. Набираю для боковушки 7 воздушных петель. Нахожу вторую петлю от крючка, вот она. Разворачиваю косичку и в перемычку этой петли вставляю крючок и делаю столбик без накида. Вяжу столбиками без накида до конца ряда, по одному в каждую перемычку. Всего у меня будет 6 столбиков без накида. Последнюю петлю я тоже всегда считаю за петлю, не за узелок. Вставляю сюда крючок точно так же и делаю последний столбик без накида. Первый ряд готов. Снова воздушная петля. Разворачиваюсь.
первое звено я пропускаю, вставляю крючок сразу во второе звено, это для того, чтобы край получился ровный. Делаю столбик без накида. Вяжу столбиками без накидов до конца ряда, по одному в каждое звено. Всего должно быть 5 столбиков без накида в этом ряду и 1 петля подъема. Последнюю петлю. Снова делаю петлю подъема и снова разворачиваюсь. Первую опять пропускаю, во вторую петлю делаю столбик без накида и вяжу столбиками без накида до конца ряда. Всего должно быть 5 столбиков без накида и 1 петля подъема. Последнюю петлю, последний столбик без накида я делаю в подъемную петлю предыдущего ряда. Вот она. Вот сюда. Продолжаю вязать на нужную мне высоту. Я провязала 7 рядов, и в 8-м ряду я решила сделать 2 убавки, для того, чтобы моя боковушка немножко кверху сумочки немножко сузилась. Поэтому вставляю крючок все точно так же во вторую петлю, поднимаю 1 петлю, но пока я не заканчиваю этот столбик без накида, затем в следующую петлю, и вот теперь делаю 3 петли вместе, тем самым как бы 2 столбика без накида я провязываю вместе. В следующие 2 петли я точно так же сделаю убавку и заканчиваю этот ряд столбик без накида в подъемную петлю предыдущего ряда. Таким образом у меня получилось меньше число петель в 8-м ряду. Снова делаю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь. Сейчас я вяжу 9-й ряд. Первую петлю пропускаю, во вторую петлю делаю столбик без накида, в следующую петлю еще 1 столбик без накида. И последний столбик без накида я делаю в петлю подъема предыдущего ряда. Сама боковушка у меня связана, но я хочу еще обвязать эту боковушку столбиками без накида по периметру. В углах я делаю по 2 столбика, то есть в точку, куда я сделала предыдущую петлю, делаю еще 1 петлю. И дальше я делаю столбики без накида как бы в пространство между рядами. В каждую точку по 1 столбику без накида. Вот так. Дохожу до следующего угла. Опять в угол я делаю по 2 столбика. Нитку, которая здесь является хвостиком, можно одновременно повязать внутрь этого ряда. Давайте пересчитаем столбики между углами. То есть от угла до угла у меня получилось 7 петель по боковой части. Снова вяжу по 1 столбику без накида в каждую косичку. Здесь очень хорошо видно место, куда нужно вязать эти столбики. И одновременно хвостик прокладываю внутри вязания. Делаю в угол по 2 петли. По прямой части между углами, то есть вот эти удвоенные петли углов я не считаю, 4 столбика. Снова вяжу по 1 столбику без накида
правого бока боковушки. Точно так же в пространство между рядами. Я связала 8 столбиков без накида. Дальше нить уже можно обрезать и соединить. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю вот так. Подхватываю нить, повожу ее и затем вставляю крючок сначала в перемычку, а потом в косичку, откуда эта нить выходит. Снова подхватываю нить и снова вывожу ее. Вот такой должна получиться одна боковушка. Вторая боковушка вяжется точно так же, по точно такой же схеме. Единственное, что в конце нить не обрезайте. Я довязала вторую боковушку, и нить я не обрезала и еще никак не соединила начало и конец обвязочного ряда. Сначала перекидываю нить рабочую на лицо. Затем делаю петлю подлиннее. Вставляю крючок в первую горизонтальную петлю, подхватываю длинную петлю, вывожу ее и затем вставляю крючок вот сюда, в верхушку от последнего столбика, вот так. Снова подхватываю петлю, снова вывожу ее и подтягиваю все аккуратно. И дальше я начинаю одновременно пришивать боковушку к своей основной детали. Пришивать я буду рабочей ниткой цветной, которая идет от клубка. Именно поэтому я ее и не обрезала. Вставляю крючок в фиолетовую деталь, вот в эту петлю. Вот так. Подхватываю цветную петлю, вывожу ее. Затем в полупетлю фиолетовой детали, кромочную полупетлю. Затем полупетлю на боковушке. Подхватываю рабочую нитку, вывожу ее и делаю соединительный столбик. Снова в одну полупетлю и во вторую полупетлю. Снова подхватываю и снова делаю соединительный столбик. Смотрите, с фиолетовой боковушки я подхватываю ближнюю к себе полупетлю. Точнее, с фиолетовой основной детали. А с цветной боковушки я подхватываю дальнюю от себя полупетлю. То есть я беру несимметричные полупетли и пришиваю соединительными столбиками, петля за петлю, эту боковушку с основной деталью. Смотрите, углы боковушки я буду пришивать, и я здесь немного увеличу число петель. То есть вот у меня есть первая из угловых петель. Ее я просто пришиваю, как и все остальные, делая соединительную петлю. Дальше я подхожу ко второй угловой петле. Вот она, я думаю, видно. Но я прошиваю не сразу вот так вот в следующую как бы кромочную, да, а сначала сделаю еще один стежок сразу в 2 кромочные. То есть эти 2 кромочные, это как раз кромочные этих угловых петель. Вот они. То есть вставляю крючок вот так. И снова делаю соединительный столбик. И затем я делаю еще один одинарный уже на этот раз соединительный столбик во вторую угловую петлю. Дальше снова по прямой части до второго угла.
Второй угол. Точно так же я дошла до двух угловых петель второго угла. Сначала пришиваю первую петлю с помощью соединительного столбика, затем пришиваю сразу первую и вторую с помощью соединительного столбика, а затем только вторую петлю. Таким образом, на 2 петли угла боковушки у меня приходится 3 петли основной детали. Продолжаю сшивать кромочные, но пока у меня не закончится боковушка. Итак, боковушку я пришила, и дальше продолжаю обвязку соединительными петлями, только уже просто по краю клапана. По одной соединительной петле в каждую кромочную. С противоположного края нужно отсчитать 26 петель. Я вешаю маркер на 26 петлю. Эта петля будет обозначать начало пришивания второй боковушки. Вяжу соединительными петлями по краю клапана до 26 петли. Я дошла до петли, обозначенной маркером. Беру вторую боковушку, кладу ее широкой стороной влево, узкой стороной вправо и, соответственно, лицом к себе. И точно так же, как и первую боковушку, я начинаю пришивать вторую боковушку. Вставляю крючок в одну полупетлю, затем в петлю на боковушке, подхватываю рабочую нитку, делаю соединительный столбик. В одну полупетлю, в другую полупетлю, подхватываю, делаю соединительный столбик. И вяжу так, пока у меня не закончатся все петли. И не забываю про то, что в углах я делаю дополнительный стежок между угловыми петлями, чтобы у меня пришлось 3 кромочных петли основания на 2 петли каждого угла боковушки. Вторую боковушку я тоже пришила, нить можно дальше обрезать и просто вытащить. Дальше я спрячу хвостики на изнанке и подошью их обычными нитками. Сама сумочка у меня почти готова. Вот такая вот у нее получается боковушка. Вот он шов. Ну, складываться, соответственно, эта сумочка будет вот так. Такая небольшая, аккуратная сумочка у меня получилась. Давайте замерим сумочку. Ширина где-то приблизительно 20-21 сантиметр. Высота 14 и глубина примерно 8-9. Вот такая сумочка получилась у меня. Из фурнитуры я выбрала портфельный замок, 2 кольца карабина. Они разъемные, поэтому их очень легко установить и очень легко снять. А также я пока одела короткую ручку цепь. Нити я еще забрала не до конца. В следующем видео я покажу вам, как сделать сюда вот короткую какую-нибудь ручку из ниток, потому что у меня осталось еще достаточно ниток для ручки.
А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео и оно оказалось для вас полезным, то не забывайте отметить его лайком. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока.